Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Вы очень просили, и сегодня мы в Мисхоре. В ролике Семииза вы, скорее всего, видели. Я оттуда добирался на общественном транспорте до Семииза. Честно скажу, я чуть не умер в этой маршрутке. Кондиционеров нет, ничего нет. Очень много людей, я все время стоял стоя, мне казалось, что мы ехали целую вечность. Хотел проехать километров 10, может даже меньше, но мне показалась целая вечность. Из Ялты до Семииза я добирался на такси. Могу вам рекомендовать такси, качественная, надежная служба, хорошие водители, хорошая машина, работает кондиционер. Вот номер появился. Если вам нужно межгород какой-то, то обращайтесь, невысокие цены. Но передвигаться в общественном транспорте я буду, когда из Мисхора ехать обратно в Ялту, я вам покажу, что творится в общественном транспорте. Это просто какой-то был ужас, я вам скажу. Сложно перебираться вот так, особенно в обеденное время. Люди куда-то все едут, их очень много. Дышать в маршрутке нечем. В общем, не могу вам это передать. В общем, мы в Мисхоре. Я не знаю, где нас высадили на какой-то трассе. Сказали, что это Мисхор. Я сейчас пытаюсь дойти до моря. А море здесь, посмотрите, как далеко. Я уже весь уставший такой после Семииза. Но ничего, мы с вами справимся. Дойдем. Надеюсь, покажу вам Мисхорский парк. До заката еще далековато. Пляж Русалка. Вообще посмотрим, чистое ли здесь море. Купаются ли здесь отдыхающие. В общем, ну если мы дойдем туда, погнали. Не могу понять, где нас высадил водитель, куда мне двигаться дальше. Забор, какие-то тропинки. Благо, есть карта. Многие, кто спрашивает, как я путешествую. Карта Maps.me, друзья. Вот, проложила мне такой маршрут прямиком к пляжу Русалка. Сейчас будем по нему двигаться. По вот таким интересным тропкам. Конечно, я впервые сюда забрел. Раньше мы как-то заезжали по нормальной дороге до автостанции Мисхора. А сейчас меня высадил на какой-то верхней трассе. Мне нужно идти сквозь вот такие здания разрушенные. В общем, по таким переходам будем двигаться к морю. Море, конечно, далековато кажется. Смотрите, где оно. Нужно через весь город нам пройти, чтобы добраться. Вот смотрите, вот так цветет гранат в Крыму. И скоро здесь появятся маленькие гранаты. У нас в саду тоже цветет. Я буду вам показывать в своем инстаграме, ссылочка в закрепленном комментарии, как вообще растет гранат в Крыму. Пока он не созреет, буду показывать. От цветов до плодов. Подписывайтесь. Я думал, что такие тропки есть только в Гурзуфе, но как же я ошибался. В Мисхоре тоже вот такая вся дорожка ведет к морю. Посмотрите, какая тропа. Везде стены, здания. И тут мы с вами крадемся. Конечно, тропы иногда расходятся. Приходится по карте смотреть, куда нам двигаться дальше. Вот как здесь. Одна идет вверх, другая вниз. И куда нам идти, совсем непонятно. Здесь нам и пригодится наша карта. Так, мисхорские коты, не бойтесь, здесь все не зашугано немножко. Так, друзья, смотрим. Карта показывает, что нам нужно идти вниз. Пойдемте вниз. Видите, тут если без карты реально можно заблудиться, потому что непонятно, в какую сторону нужно двигаться. Блин, представляю, что здесь было на этой тропе во время дождя. Скорее всего, здесь была сплошная река, потому что бетон и вся вода вот так стекала, наверное, в море. О, вон еще одна кошка загорает. Кс-кс-кс-кс. Вот ее лапки. В общем, мы с вами... Ух ты, смотри, какие... цветы интересные. Я уже показывал их. В Гурзуфе такие же росли. Пчелка там внутри у нас. Красота! Неужели меня? Так. Спускаемся дальше. Опять у нас расходится тропа. Но, скорее всего, выбираем дорогу вниз к морю. Помните, когда поднимались на канатную дорогу, я вам показывал реку. Называлась Улу-Узень. Она стекала вот в Мисхор. Кажется, вот это она дальше продолжает стекать. С гор вода бежит прям по улице, по асфальту. Нам сейчас придется, походу, тоже намочить ножки, чтобы здесь пройти. Уже сколько дней назад закончился дождь, но вода по-прежнему стекает в море. Но она уже такая не мутная, прям прозрачная, чистенькая. Вода уже очистилась. И вот так мы с вами топаем по этому ручью. Так, по карте смотрим, правильно ли мы идем, нужную ли нам сторону. Потому что нет, показывать нужно свернуть туда. Ну, давайте лучше пройдемся немножко, покажу вам эту реку еще. Потому что люди тут, видите, как оградились уже мешками с песком, скорее всего, чтобы к ним во двор не затекало. Так, машина едет, берегись, нас обрызгает.
Вот смотрите, как люди спасались от наводнения. Мешки здесь поставили, чтобы к ним не затекала вода. Ну что, молодцы, что здесь еще сказать. И как-то мы справились. Видите, вода не затекает во двор, а бежит дальше по улице. Смотрите, здесь кто как мог забаррикадировал свое жилье. Вот такие мешки в них, что у нас находится там. То ли щебенка, то ли камни с моря, непонятно. Ну и вот так стекает вода, чтобы вы понимали, с гор в данный момент. Привет. Здравствуйте. Вы местные? Да. Мисхор? Газпром. Газпром. Как у вас тут последствия прошли? Ну вот. Ты до сих пор вот с гор стекает, да? Больше недели прошло, вода до сих пор бежит. Жесть, конечно. Ладно. Благодаря вам узнали про ковчик или как там его? Мы с Капчик или что? Да, да. Новый свет, да? Да. Были там? Да. Нет, еще не были. Вот А. как раз буквально позавчера посмотрели. Ну, обязательно посетите. Давайте, ждем вас. Все, счастливо. Вот так, друзья, наши зрители уже тут нас встречают. Конечно, приятно вас видеть, что делитесь информацией. Но мы с вами пытаемся выбраться к морю. Так, нашел ступеньки, которые ведут прямиком к морю. Здесь тоже уже другая какая-то река. Здесь напор посильнее у нее. Но здесь она идет по руслу, по ливневке уже. И вот так стекает тоже море. Посмотрите, какой сильный напор. Здесь тоже укрепляли мешком, потому что все, вода вылетала отсюда. Ну, сами видите, какие последствия. Больше недели прошло после сильных ливней. И вот такой напор воды до сих пор сбегает с гор. Конечно, это бы воду направить в водохранилище. Я надеюсь, что они уже полные. И Крым в воде нуждаться больше не будет. Потому что действительно много такой воды уходит в море. Она уже не мутная, она чистая прям бежит. Ну все, удачно добрался. Городской пляж Русалка. Сейчас мы выходим прямиком на него. Здесь я уже когда-то был. Покупал здесь кепку, которая мне подошла, кстати, в Мисхоре. После этого у меня только вот сейчас новая кепка, которая мне более-менее подходит. Но здесь народу побольше. Я вам скажу, люди купаются, загорают. Вон, кстати, дети уже доплыли до Русалки. Вон она в море находится, видите? Далеко, конечно, наверное, плохо вам видно. Нужно на коптере к ней подлететь будет. Но давайте выйдем на бун. Из буна уже оценим ситуацию на самом пляже. Потому что здесь стоит навесик, и он нам закрывает немного обзор на пляж. Но люди есть. Купание, насколько я знаю, в Мисхоре разрешено. Люди купаются, запрета нет, только на ялтинских пляжах сейчас запрет, потому что там действительно мутная вода, пока там купаться не стоит. Выезжайте вот в такие поселочки, которые находятся в Большой Ялте, и без проблем купайтесь, отдыхайте. Так, друзья, сейчас уже 5 часов где-то вечера. Я добрался все-таки до Мисхора, чтобы вам его показать. Вот он, городской причал Мисхора, который, что тоже у нас в аварийном состоянии находится. Почему-то в Крыму совсем не любят эти причалы городские. В каждом городе, в котором я был, причал развален. Ну и смотрите на количество людей. Конечно, пляжик не сильно забитый, но людей прилично уже в такое время вечером. Я думаю, до обеда здесь много будет людей. Вот, люди отдыхают, приехали на отдых, загорают, купаются. Но, кстати, водичка здесь тоже такая мутноватая, непрозрачная. На Масаровском пляже была, мне кажется, почище. Смотрите сами. Плавают такие же опилки, как в Семиизе. В общем, не знаю, нужно выезжать вообще на какие-то дикие пляжи, не в черте города. Дойдем до конца этого буна, или что это похоже тоже на причал на какой-то. Потому что, видите, он обустроен лестницей, перилами. Спуск здесь к морю есть. В общем, вот так выглядит Мисхор. Дом какой-то, тут можно, скорее всего, купить апартаменты с видом на море. И так жить прикольно в такой квартире. Ну и вот так выглядят сейчас эти пляжи. Давайте глянем с другой стороны. Видите, вон там находится русалка с ребенком. Дети уже ее оккупировали, залезли на нее и прыгают с нее в море. И вот такой городской пляж. Сейчас пройдемся чуть дальше, там тоже, я смотрю, много людей, тоже какие-то пляжи. Но это, скорее всего, все один пляж Русалка называется. Сейчас пойдем посмотрим и туда. Ну что, люди есть, купаются, отдыхают. Вон нам уже рукой там машут.
Это наши зрители, скорее всего, увидели нас оттуда даже. Привет и вам. Ладно, отправляемся дальше. Кстати, вид на горы, видите, вверху это находится Айпетри, зубцы Петри. Выглядит, конечно, очень красиво. Они сейчас в такой дымке. В общем, виды на горы тоже здесь есть шикарные. Санаторий Мисхор, лечебный пляж, пожарный есть, друзья, и пляж, к сожалению, закрыт. Возможно, есть какой-то другой спуск на него. Ну, конечно, не прикольно, когда вот такие ворота закрывают нам доступ к пляжу. Пойдемте в обход, обойдем, посмотрим. Так, друзья, нашел вход на этот Мисхорский пляж. Все-таки говорят, что он открытый, но работает с 8 до 8 часов вечера. Поэтому проход свободный. Ну, по крайней мере, меня никто здесь не остановил еще, не выгнал. Вот так выглядит этот Мисхорский пляж. Но он тоже, видите, облагорожен, обустроен. Сейчас дойдем до самого моря, посмотрим, что у нас там. Здесь стоят такие шезлонги деревянные. Вот так они выглядят. Ну что, давайте глянем, что внизу. Ну, благо, хоть пляж открытый уже, это радует. Здесь, конечно, людей тоже прилично. Смотрите. Но здесь и вода, видите, не такая сильно мутная, как там была. В той части вообще сколько людей заполонили все пляжи. Вот так выглядит Мисхорский пляж от санатория Мисхор, я так подозреваю. Но вход свободный. Заходить можно и купаться. Поэтому, если будете в этих местах, то рекомендую вот такие пляжи. Давайте обойдем. Видите, здесь можно шезлонг в аренду взять. Скорее всего, для отдыхающих, которые отдыхают в этом санатории, шезлонги должны быть бесплатные. Так, но здесь он прям такой широкий. Дальше что-то идет. Сейчас пойдем посмотрим. Вот такие здесь раздевалочки, где можно переодеться. Давайте с этой стороны посмотрим. Вот такие интересные тоже здесь есть мусорные контейнеры для пластика. И урны стоят. Не, ну дальше уже такой дикий бетонный каменный пляж. Дальше вряд ли кто-то будет здесь купаться. Прям экстремалы какие-то, если захотят. В связи с неблагоприятной санэпидемобстановкой купание в море категорически запрещено. Здесь тоже, видимо, запрещено купаться, но люди купаются. Море здесь чистее, как там правильно говорится. Видите, даже есть душ, где можно после моря обмыться, скорее всего, с пресной водой, потому что, ну, кто будет душ делать с соленой водой. И вот такой хороший тоже пляж. В принципе, мне нравится, но только тут галька. Я люблю песчаный пляж. В море вот такие здесь камни. Ну, дети там вон с них прыгают. Для них это в радость. Ну что, давайте сейчас пройдемся в Мисхорский парк. Посмотрим, какие изменения в этом парке произошли. И будем выбираться отсюда обратно до Ялты. А из Ялты уже рванем в Судак. Покажу вам обстановку в Судаке. Здесь находится вот такая техническая зона, но здесь, видите, камни, плиты, для того, чтобы шторм не размывал берег. И купаться здесь не особо и прикольно, я вам скажу. Здесь, видите, такой стоит тоже заборчик, какое-то здание, написано «Опасная зона, находиться и купаться запрещено». Но вон молодежь как-то местная пробралась туда, у них там даже, видите, на этой железной штуке натянут трос, тарзаночка, и они с тарзанки прыгают в море. Прикольно. А наверху находится тот самый Мисхорский парк, в который мы сейчас с вами и отправимся. Кошка привела котят. Кс-кс-кс. Такие маленькие, прикольные. Видите, сколько штук? Четверо. Вот таких котят. И вот сама мать их лежит. Ну, прикольные. Ой. Вот. В теньке спряталась. Вон. А четвертый где? А вон он сзади. Четвертый. Здесь два. Прям с пляжа мы попадаем в Мисхорский парк. Друзья, посмотрите, насколько он красив. Такой газончик. Так и хочется на нем полежать, но ходить по газонам запрещено. Не нужно вытаптывать их. Потому что если каждый приляжет, такой красоты уже не будет. Вот такие здесь пальмочки. Я помню, они были прям в плачевном состоянии. Сейчас, видите, они вроде бы восстановились. Даже появились такие зеленые листва на них наверху. В общем, красота. Парк действительно вот этот преобразился. Смотрите, как он стал шикарный просто. Идешь и радуешься. Вот так, друзья. Обязательно здесь прогуляйтесь.
Здесь еще не расцвело это дерево. Вот только появились белые бутоны. Хотя на набережной Ялты она уже цветет. Это дерево называется магнолия вечно зеленая. Один цветочек есть. Сейчас я пройдусь по газону только ради этого кадра. Если меня штрафуют, но я должен вам показать, как она цветет. Посмотрите на эту красоту. Он еще до конца не раскрылся. Просто гигантский вот такой бутон. Как будто не настоящий он выглядит. Как из пластика. Но, друзья, красота просто нереальная. Посмотрите, насколько прекрасен этот цветок. Есть еще просто магнолия, не вечно зеленая, которая раньше, которая цветет весной. Она такими розовыми цветами цветет. Я вам тоже показывал ее в Ялте. Но вот это, конечно, красота. Давайте еще поближе подснимем. Вот так. Бутоны действительно огромные и радуют нас. Так, что здесь? Здесь находится дерево, лавр благородный растет. Вот так, лавровое дерево. Можно брать листочки и заваривать с ними что-нибудь, если это тот лавр, о котором я думаю. У нас в Судаке растет такой, который мы берем, отрываем листочки и там в пищу добавляем их для аромата. Красота. Вот такая беседка из живого винограда тоже выглядит очень-очень красиво. Особенно осенью, когда здесь появятся грозди винограда. Вот, друзья, здесь цветок полностью раскрылся. Сам тоже его покажу поближе. Вот так он раскрылся, но это уже отцветает. Некоторые только будут расцветать, а этот уже отцвел. Тоже сравните с моей рукой, насколько он гигантский. Так, я что-то нашел интересное. Раньше этого здесь не замечал. Вот такая тропинка заросшая ведет к роднику, скорее всего. Но он сейчас почему-то без воды. Да, он такой сломанный уже, к сожалению. Здесь что-то было, скорее фигура льва, я думаю, либо лица. И из нее капала вода. Видите, здесь неухоженный, грязный. Скорее всего, забитый, поэтому вода сюда не поступает. Вот еще один цветок. Ну просто безумно красиво цветет это растение, друзья. Мы как будто в каких-то тропиках, я вам скажу. Посмотрите на эти гигантские цветы. И зеленая листва придает какой-то загадочности. Еще некоторые вот листья желтые попадали. Ну просто действительно какие-то тропики мы сегодня с вами попали. Так, но мы продолжаем дальше наше путешествие по этому Мисхорскому парку. Конечно, он прекрасен. Посмотрите на эти высоченные, пышные кипарисы. Как они красиво выглядят. Вот такой, друзья, парк. Там уличный музыкант играет на гармонии. Вот такой цветок. Он, походу, еще не расцвел. Напоминает колючку. Но бутоны уже такие большие. Скоро зацветет. И вот такие пальмы, солнце, конечно, безумно здесь красиво. И приятно гулять, когда вот все убрано, все чисто. Еще по такую музычку не нужно накладывать даже ничего. Ну, для детей здесь рай. Бегают по газончикам. Красота. Сейчас планирую еще запустить как-то здесь квадрокоптер, конечно. Не знаю, как нам это сделать, потому что деревья и здания вокруг. Но сейчас выйдем на смотровую. Здесь есть смотровая площадка, а с нее уже постараемся выполнить запуск. Но парк, конечно, мне нравится. Очень культурный, очень зеленый, ухоженный. Видно, что за парком здесь тоже следят. Но идемте на смотровую, смотреть на море. И оттуда выполним запуск. Обязательно полетаем над этим парком. Не знаю, как он получится с высоты. Главное нам за кипарис не зацепиться. Так, парк у нас продолжается. Поставили новые скамейки, новые урны. Посмотрите, как красиво облагородили эти кустики. Как их ровненько подстригли. В общем, вот такая красота вас ждет в Мисхоре. Если вы сюда доберетесь, конечно. Красота. Так, там вроде бы фонтан работает даже. Слышу шум воды. Сейчас пойдем в сторону. Либо это река стекает с гор, скорее всего, да. Вот фонтан, но здесь, к сожалению, нет воды. В нем такие 3 дельфина держат чашу. Из чаши должна течь водичка. Но нет ее. И вот здесь у нас ливневка, в которой, собственно говоря, и собрана
вся вода. Сейчас смотрим, она стекает с гор. Та река, которую мы видели в городе, вот здесь она протекает. Вот такой ручей бежит. Тоже мощный. И даже фонтан небольшой образовался. Так, куда дальше пойдем? Здесь такой парк интересный очень. Вон вверху там, друзья, красиво. Ну давайте спустимся вниз. Вот этот ручей сбегает. Смотрите куда. Здесь уже озеро образовалось целое. Но видите, он здесь немного разрушил, конечно. Его загородили плиткой, чтобы он сильно не разрушал дальше набережную. Там тоже огородили землей. И образовалось вот такое здесь озеро. Хотя ливневочка вон там, оно все должно уходить туда. Вот настолько много воды сейчас здесь. Здесь тоже находится вот такой фонтан. Тоже, к сожалению, не работает. Но воду мы сегодня увидели. Это уже радует. Так. Тут еще фонтаны такие с советских времен. Тоже сделаны очень как-то необычно, красиво. Но, к сожалению, видите, не чистят и он не функционирует. Отсюда должна тоже бить вода. Вот сюда она падать. Все это должно быть очень красиво. Ну а пока имеем вот такой живой водопад в Мисхорском парке. Шум воды слушать приятно, что я могу вам сказать. Видно, что здесь проделали большую работу по восстановлению этого парка, друзья. Высадили много цветов. Все газончики ухоженные, новые скамейки, новые урны. Ну, мне здесь, честно вам скажу, понравилось. Вот такие прогулки, смотрите, деревья какие. Так, наверх ступенечки идут. Мы там еще с вами не были наверху. Давайте поднимемся. Интересно, что там. Потому что ни разу сюда не поднимался. Наверное, ничего. Просто деревья и выход в город. Да, ничего интересного. Деревья и все. Ну и когда-то тропинки идут. В общем, итоги по парку в Мисхоре. Он крутой, он бесплатный, самое главное. Можно просто прийти прогуляться. Есть скамейки, где можно отдохнуть. Особо сюда, наверное, приходить лучше под вечерок, вот так посидеть, подумать о чем-нибудь о своем, подышать этим шикарнейшим морским воздухом. Тут вот рядом море находится. В общем, парку однозначно ставим Мисхорскому большой палец вверх. Мне он понравился. Ну все, давайте куда-нибудь отправляться на открытую местность, чтобы оттуда выполнить запуск квадрокоптера. И уже посмотрим все это на высоте птичьего полета. Все, вышли снова к парку, заходим обратно и запускаем коптер. Так, еще одно место в Крыму, где растет дуб пробковый. Вот он. Так, долговечен, доживает до 400 лет. Отдельные деревья доживают и до 1000 лет. Порода теплолюбивая, недостаточно засухостойчив. Любит светлые места, но не прямые солнечные лучи. Хорошо растет в поймах рек, на богатой минералами и увлажненной почве. Страдает от морозов ниже 15 градусов. Цветет в мае. Этот вид культивируется в промышленных масштабах для получения пробки под вино и под шампанское. Вот так он выглядит. Из его коры, собственно говоря, и делают эти пробки. Но здесь еще у нас молодой экземпляр, молодое дерево. Вот в этом в заброшенном особняке в Ялте мы видели там действительно огромнейшее такое дерево, здоровое, с большой такой корой. Здесь она, конечно, поменьше. Вот так выглядит. Вот такие, друзья, мисхорские котики. Люди их тут подкармливают. Мороженое будете есть? Мороженое будете есть? На, вот эти вот. Да, в такую жару как раз мороженце. Вот так, друзья, в жару подкармливают мисхорских котов мороженым, чтоб они не зажаривали здесь, не умирали от жажды. Прямо в Мисхорском парке есть вот такой интересный выход на пляж. Я здесь, кстати, еще ни разу не был. Посмотрите, как он сделан. Очень интересно. Видно, что делали его еще при Советском Союзе. Потому что сейчас вот такие скульптуры не делают. Очень интересный вход. Давайте посмотрим на сам пляж.
Он раньше был закрыт, насколько я понимаю. И вот сейчас открыт. Вроде бы вход бесплатен, но здесь достаточно много людей. И сейчас посмотрим вообще на его территорию. Да, вот походу отсюда те ребятки забирались на канат, потому что вот он здесь находится, и с него прыгают в море. Ну, такой, можно сказать, дикий пляж прям в Мисхорском парке находится. Вот так, друзья, люди здесь отдыхают. Красота. Здесь и море, кстати, почище, мне кажется. Сейчас к воде подойдем. Да, друзья, вот такая здесь водичка. Вроде бы прозрачная, не мутная. Да. Смотрите, вода прозрачная, дно все просматривается. Красота. Ну, люди перебрались на солнечную сторону, где последние лучи солнца добивают. Нашел вот такую табличку, немножко информации о Мисхорском парке. Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Заложен в ландшафтном стиле в 1780-83 годах на территории имения графов Вит по архитектурным проектам Марка и Кибаха. В парке произрастает свыше 150 видов и форм деревьев, кустарников. Так, заповедан в 1060 году. Охраняется государством. Повреждение парка, памятников преследуется по законам Украины. И нужно добавить и России.
Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Надеюсь, этот видеоролик вам понравился максимально. Вы поддержите лайком, комментарием, приглашайте друзей на канал. У нас уже 206 тысяч, возможно, уже 207 на выход, во время выхода этого видеоролика. Спасибо вам огромное, что подписались, что смотрите. Дальше будет только больше. Постараюсь показать какие-нибудь другие места. Скоро отправимся на Западный Крым. Я туда когда-нибудь доберусь. Но с вами был я, Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видеоролике. Подписка, колокольчик, лайк. Всем пока.